Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. А кто впервые посетил мой канал, меня зовут Анна. Девочки, сегодня я к вам вот с такой красотой. И, наверное, многие из вас узнали данную модельку. Это футболка в стиле Брунелло Кучинелли. Если вы заглянете в Инстаграм по хэштегу Брунелло Кучинелли, в принципе, можно увидеть, что многие-многие девочки вяжут данную модельку в различных тонах, в различных цветах, различной пряжей. Это хлопок, меринос, вискоза, все что угодно, да. И обязательно здесь у нас должны присутствовать пайеточки. Пайеточки, без них, данная футболка это уже не футболка Брунелло Кучинелли. Так, девочки, теперь немного расскажу по своей футболочке. Футболка связана у меня на размер М, то есть 46 размер, на обхват груди 96 сантиметров. Футболка у меня по ширине получилась 50 сантиметров. И по длине здесь у меня 37 сантиметров от проймы, то есть от подреза, да, от подмышки, вместе с низом изделия 37 сантиметров. Так, девчонки, дальше. Теперь я эту футболку назвала «Хаос», футболка «Хаос», поскольку у меня не было определенного алгоритма выполнения рисунка. Если вы посмотрите в Инстаграме, да, на футболку в стиле Брунелло Кучинелли, то там есть какая-то последовательность вывязывания рисунка. У меня этой последовательности нет. Вот нет ее просто. Я как начала ее вязать, все, и дальше пошла лицевой гладью, изнаночные пару полосочек, затем лицевая. И вот все, что у меня в голову приходило, то я и вязала. То есть вот такой хаос у меня получился. Но, думаю, достаточно такой интересный хаос. Смотрится очень красиво, я бы сказала, даже шикарно, богато, да. Ну, наверное, скорее всего, вот из-за этих пайеток и, может быть, из-за сочетания цветов. Так, какую пряжу я использовала? Я решила связать в таких голубовато-серых тонах. Вязала я микс, у меня был голубая пряжа, это бэби хлопок. Это детский хлопок, очень хорошая ниточка, такая мягенькая. И такая более жестковатая хлопок с люрексом. Вот я их замиксовала. И вот такой вот у меня интересный микс получился. Так, конечно же, присутствует у меня здесь и пайетки обязательно. Я взяла здесь мятные пайетки. У меня несколько полосочек. Вот по низу у меня полосочка есть. Сверху уже, смотрите, в районе груди и на плече. Вот это у меня пайетки. Я их смиксовала со слонимской пряжей. Это моточки тоже по 50 грамм. Слонимская пряжа у меня. Так, и также я использовала, девочки, еще серый цвет, темно-темно-серый цвет, да, для контраста. Ну, я думаю, что сочетается очень интересно. Голубой, такой где-то мятно такой белый, да, светлый цвет, и серый. Думаю, что сочетание у меня удалось. Итак, вот на сером фоне я провязывала полосочки вот такого кофейного цвета, да, или кофе с молоком, или топленое молоко, такие с золотистыми пайетками, пайетки золота. Так, ну что хочу сказать. Результатом я довольна. Мне очень нравится. Единственное, девочки, я хотела бы вот сейчас, после того, как связала, провела влажно-тепловую обработку, померила. И хочу сказать, вот здесь сразу вас предупредить. Вот эта сеточка. Кстати, у меня есть отдельное видео по вязанию данной сеточки. Я вам оставлю ее в описании под видео. Смотрите, она получается такая объемная. И на фоне лицевой глади, да, смотрится хорошо, но она выпирает. И я так вот сейчас понимаю, что
именно снизу изделия эту сеточку лучше вставлять не надо. Где-то вот уже ближе к груди, да, ближе к подрезам, вот как вот эту сеточку я провязала. Да, здесь она смотрится хорошо, она даже не выпирает, не мешает. И можно еще вот здесь вот в процессе провязывания высоты проймы, можно еще вот сюда вставить даже эту сеточку. Но внизу, девочки, нет. Внизу лучше ее вязать нежелательно. Так, ну это вот такое мое небольшое наставление. И еще, девочки, вот здесь, смотрите, я когда начинала вывязывать горловину и параллельно вывязывать скос плеча, то есть это было у меня безотрывное вязание поворотными рядами. Вот здесь у меня идет ниточка с пайетками. И я начала вязать именно этой ниточкой, начала формировать горловину и скос плеча. Но посмотрите, вот здесь вот под горловинкой, я думаю, что очень-очень напрашивается именно такая же полосочка. Так что я рекомендую сначала провязать пару рядочков, если вы берете другого цвета пряжу, пару рядков провязали, а потом уже формируем вырез горловины и скос плеча. И то же самое можно даже сделать со своим рисунком. Хотя, если у вас будет горловина вот так же платочной вязкой, и вот здесь вы начнете вывязывать платочную вязку, в принципе, это будет смотреться хорошо. Ну, я думаю, что это не помешает. Так, ну все, девочки. Вот такая прелесть получилась. Итак, кому понравилась моя футболочка, футболка Хаус, присоединяемся и приступаем к вязанию. Так, девчата, начинаем с низа изделия. Вот здесь у меня 200 петель. Набираю на спицы номер 3,5. Набрала спицы номер 3,5, 200 петель, плюс 1 петля для замыкания в круг. Замкнула в круг и провязала 1, 2, 3, 4, 5, 10 рядов платочной вязки. То есть вот таких вот изнаночных дорожек у нас должно быть 5 дорожек. Затем перехожу на спицы номер 4 и начинаю вязать. То есть вот такой хаос у меня получается. Здесь, смотрите, я провязала 6 рядов лицевой глади. Затем 2 ряда платочной вязки, то есть первый ряд, другая нить у меня светлая, 1 ряд лицевой, 2 ряд изнаночный. Затем 10 рядов сеточки. Затем снова вяжу 2 ряда платочной вязки, 1 ряд у меня лицевой, 1 ряд изнаночный. Затем 6 рядов лицевой, 2 ряда изнаночных, 6 рядов лицевой. Затем беру другую нить, светлая, у меня здесь слонимская пряжа, плюс пайетки. И провязываю 4 ряда изнаночными петлями. Почему изнаночными? Потому что пайетки очень хорошо смотрятся на изнаночной стороне. То есть по изнаночной глади, да, если вы вяжете лицевой глади, они практически все выходят на изнаночную сторону. Вот смотрите, по изнаночной стороне у меня практически их нет. Это по изнанке получается лицевая гладь, да. Есть вот такие вот одиночные, но в большинстве случаев нет. Если что, я вот прям вот так вот за ребрышко их и вывожу на лицевую сторону. Дальше я перехожу опять же на основную нить. 6 рядов у меня лицевой глади, затем 4 ряда платочной вязки, 6 рядов лицевой глади. И перехожу на другую нить. Здесь у меня также 6 рядов изнаночными петлями я провязываю. Затем 1 ряд изнаночными с пайетками. Пайетки у меня уже другого цвета. И затем опять же 6 рядов вот этой серой нитью и изнаночные петли. Затем основная нить лицевые петли. И опять же перехожу вот на, смотрите, вот на эту сеточку.
Здесь вы можете использовать любую пряжу, совершенно любую пряжу. Это может быть и какая-то даже фантазийная пряжа. То есть вот такой вот, как я называю, футболка хаус. То есть, знаете, мне напоминает, что когда я училась вязать, и вот у меня вот эти изнаночные петли, потом платочная вязка, вот этот вот какой-то сумбур был, но здесь практически то же самое. Но смотрится шикарно, очень смотрится красиво. Так, все, отвязала я длину, у меня здесь где-то 28-29 сантиметров. Теперь я буду делать прибавочки. Делю полотно на две части. То есть на переднюю часть и на спинку. И делаю прибавки. По передней части я сделаю 5 прибавочек с одной стороны и с другой стороны. И также по спинке. То есть у меня по переду прибавится 10 петель и по спиночке прибавится 10 петель. Делаем прибавки, девчата, как в реглане. Если вам какой-то другой способ удобен, можете использовать другой способ. Я делаю как при вязании реглана. Так, делаем таким образом. Первую петлю после маркера. Итак, у меня передняя часть, да, здесь в принципе пока еще не важно, передняя или задняя. Первую петлю я просто провязываю. И после этой петли я делаю прибавочку. Сзади протяжку поднимаю на спицу и провязываю за заднюю стеночку. Аккуратненько. Так, все. Вот прибавку я одну сделала. Так, далее я вяжу все петли до маркера, которые разделяют у нас полотно на две части, не довязывая одной петли. Вяжу все петли по рисунку. Если у вас лицевая гладь, значит лицевой. Если у вас какой-то другой рисунок, платочная вязка, либо изнаночные петли, здесь уже как вы сами себе придумаете. Дошла до маркера. Одна петля у меня остается перед маркером. И перед этой петлей поднимаю протяжку, накидываю спереди на спицу. И вот эту петлю за переднюю стеночку провязываю. Все, петля следующая, маркер. Снова лицевая петля после маркера. Сзади поднимаем протяжку, накидываем на спицу и за заднюю стеночку провязываем. Все, дальше вяжем своим рисунком до маркера начала ряда. Следующий ряд у нас после прибавки просто провязываем все петли по рисунку. То есть прибавки мы с вами делаем только через ряд. Так, девчата, вот дошли до маркера начала ряда. Осталась одна петелька. Перед ней мы поднимаем протяжку. Спереди накидываем и за переднюю стеночку провязываем эту протяжку. Все, и лицевая петля. Все, маркер начала ряда. Это у нас была первая прибавка. Итак, я делаю 5 прибавок. То есть у меня будет 10 рядов. По переду делаю в начале и в конце. И по спинке в начале и в конце. То есть у меня прибавляется по 10 петель. 10 плюс 10 петель по переду и плюс 10 петель по спинке. Итак, делаем прибавочки и расширяем свое полотно. Так, девочки, все, сделали мы прибавочки. Вот такой небольшой у нас скос получился. И еще дополнительно я провязала 2 ряда основной нитью. Так, далее, что мы с вами делаем? У нас с вами уже вязание полотно поделено на 2 части. И мы далее вяжем отдельно каждую половинку. То есть сейчас вы определяетесь, где у вас перед и где у вас спинка. Так как у меня идет вязание, сразу начну с передней части. Так, сейчас мы отвязываем на высоту проймы. Это где-то будет 18, может быть 20 сантиметров. Там дальше я уже посмотрю. И обязательно, девчата, введите для себя учет. Учет по количеству рядов, какой вы нитью вяжете, какой узор вяжете. Допустим, вот я сейчас вяжу основной нитью 6 рядов, допустим, серой нитью, сколько у меня тут, 4 ряда платочной вязки.
в такой вот последовательности, да, так как у нас передние и задние части должны быть по узорам одинаково выглядеть. Все, дальше вяжем на необходимую высоту проймы и перейдем с вами к формированию горловины и скоса плеча. Так, девочки, готова моя пройма, то есть отвязала я на высоту проймы. Все, теперь я перехожу к формированию горловины и скосов плеча. Хочу попробовать безотрывное вязание скоса плеча и горловины. Петли я распределила следующим образом. По центру я отметила 20 петель, то есть 20 петель горловины, которые я вообще трогать не буду. Затем от горловины по 12 петель справа и слева. Вот они у меня выделены маркерами. И на плечи я оставила по 33 петли. Вот они мои 110 петель. Так, присоединяю новую нить. Первую петлю я снимаю. И с пайетками я провязываю изнаночной гладью. Так, то есть вяжу изнаночными петлями. Так, девочки, все, начинаю вязать до маркера, который у нас определяет горловину. То есть вот до этого оранжевого маркера я провязываю полностью в первом ряду все петли. Так, девочки, первый ряд я закончила, провязала до маркера. Вот этот маркер мы пропускаем, провязываем до маркера, который у нас обозначает петли горловины, которую мы трогать не будем. Довязали, разворачиваем вязание и делаем следующим образом. Смотрите, здесь вы можете снимать петли, разворачивать удобным для вас способом. Я попробую накиды. Я уже пользовалась этим методом при вязании розовой футболочки. Так, все, делаю накид. Это у меня пошел второй ряд. И далее я вяжу все петли лицевыми, так как у меня изнаночная гладь. Аккуратненько. Не довязывая последние 6 петель. Вот как у меня по схеме. Да, вот мы сейчас провязали вот этот ряд, развернулись, и я вяжу по изнаночной стороне, не довязывая 6 петель до конца ряда. Так, девочки, не довязываем 6 петель до края, 3, то есть 6 петель. Разворачиваем вязание. Развернули вязание, это у нас уже пошел третий ряд. Делаю накид и вяжу по узору. У меня это изнаночная гладь. Вяжу по узору, не довязывая до оранжевого маркера 3 петли. То есть вот этот разворотный накид мы в счет не берем и считаем только петли. 1, 2, 3. Не довязываем 3 петли. Вяжем по узору. Не довязала 3 петли у горловины. Разворачиваю вязание. И перехожу по изнаночной стороне. Это 4-й ряд у меня. Делаю накид. И провязываю своим рисунком все петли, не довязывая 6 петель. Смотрите, 6 петель мы уже не довязали. То есть вот у нас идет накид. И вот от этого накида отсчитываем 6 петель и не довязывая вот этих 6 петель. Так, не довязала, девочки, вот вторую группу из 6 петель. Разворачиваю вязание. И перехожу на 5-й ряд. В 5-м ряду я хочу поменять ниточку. Так, обрезаю нить и перехожу на нить основного цвета.
Так, нить основного цвета. Смотрите, здесь для удобства мы сейчас ведь должны сделать накид, правильно? И чтобы эти ниточки не потерялись у нас, вернее, этот накид не потерялся, мы сейчас их немножко свяжем, но не сильно туго. Так, можно вот так чуть-чуть на бантик, потому что когда будет обвязка, мы можем потерять вот этот накид. Так, вот я сделала накид. И дальше вяжу лицевой гладью по своему узору все петли, не довязывая 3 петли. Вот мы сделали один разворот, вот не довязали 3 петли. Один разворот сделали, второй разворот 3 петли не довязали. И вот сейчас у нас третий разворот. Не довязываем 3 петли. Раз, два, 3. Накид мы не считаем. Для удобства вы можете, в принципе, повесить маркеры, если кому неудобно вот так смотреть. Итак, вяжем, не довязываем 3 петли. Не довязала 3 петли. Разворачиваю вязание. Это у меня уже пойдет 6-й ряд. В 6-м ряду я не довязываю еще 6 петель. То есть у меня будет 3 раза. Раз 6, 2 6 и еще раз третий раз 6 петель. Итак, делаю накид, вяжу лицевой гладью. Вы вяжете по своему узору. И я не довязываю 6 петель. Не довязала 6 петель. Разворачиваю вязание. Следующий 7-й ряд. В 7-м ряду у меня идет недовязывание 3 петель. Раз, два. И вот он, вот эти 3 петельки. Накид, еще раз говорю, мы не считаем. Раз, два, 3. То есть после маркера я еще должна провязать 3 петли. И не довязала 3 петли. Разворачиваю вязание. 8-й ряд. Делаю накид. И вяжу все петли по рисунку, не довязывая последние 5 петель. Вот у нас была точка разворота последняя. Вот это. То есть здесь я не довязываю 5 петель. Раз, два, 3, 4, 5. Довязала. Разворачиваюсь. Это у меня уже 9-й ряд. В 9-м ряду я делаю последний разворот из 3 петель у линии горловины. То есть вот я довязываю до маркера и разворачиваюсь. Довязала до маркера. Вот они как раз мои последние 3 петли. Маркер я пока оставлю. Все, девочки, я разворачиваюсь на 10-й ряд. Делаю накид. Вяжу по схеме, по своему, вернее, узору, не довязывая 5 петель. Так, вот у меня точка разворота. Раз, два, 3, 4 и 5-ю я уже провязала, да? Все. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5. Все. Разворачиваюсь. Так, все, девочки, развернулись. Делаем накид. Закончили мы вывязывать скос плеча и нашу горловинку. Теперь движемся по петелькам. Провязываем. Сейчас будем провязывать все петли. Убирать накиды, то есть провязывать петли с накидами. И движемся вот до маркера. До 2-го маркера, который у нас показывает границу горловины. Так, поехали. Так, вот сделали мы накид. Так, итак, провязываю первые 5 петель. Теперь смотрите, вот у меня остался накид.
Так, маркер я уберу. И теперь мне этот накид нужно провязать вот с этой петлей. То есть петля, которая следует за накидом, она должна как бы закрыть накид. Для этого я должна петли развернуть к себе правой стеночкой. Развернула. Так, накид у меня правой. И провязываю их 2 вместе лицевой. Все. У нас лицевая петля закрыла накид. Дальше вяжу 2 лицевых петли. И вот у меня накид и лицевая петля. Накид у меня повернут правильно правой стеночкой. Петлю разворачиваю, возвращаю накид и провязываю их 2 вместе лицевой. Так, следующая лицевая петля, лицевая петля. Так, следующая у меня вот здесь вот изнаночная. Она повернута ко мне правой стеночкой. Я эту петлю провязываю вместе с накидом. Все, провязали. Дальше вяжу лицевая, лицевая. Так, что-то я их подтянула сильно. И следующая вот эта петля. И следующая петля провязываю, вернее накид и петля, провязываю их вместе лицевой. Все, вот таким образом мы с вами закрываем накиды. Так, здесь у меня петля, следующая петля. Так, и вот у меня накид и следующая петля. Сейчас я пока маркер уберу, петлю разворачиваю, накид возвращаю на место и провязываю их вместе лицевой. Так, вот это я, наверное, пока верну петельку. Все, дальше вяжу лицевыми петлями до следующего маркера, и там я уже буду менять нить. Так, девочки, довязали горловину, вот маркер. Теперь я меняю нить на нить с пайетками. Присоединяю ниточку и вяжу у меня изнаночные петли. Аккуратненько провязываю изнаночными. Итак, я вяжу петли, все петли, не довязывая последние 6 петель. То есть вот эти последние 6 петель по плечу я не довязываю. Так, не довязала я 6 петель, разворачиваю вязание, и у меня пошел следующий ряд. Делаю накид и провязываю дальше по узору. У меня это лицевые петли. Так, пайеточки немножко, конечно, с ними нужно повозиться с пайеточками. Не всегда они выходят. Вот видите, остаются. Можно их потом, уже когда закончите, вот так вот выводить на лицевую сторону. Так, вяжем до маркера, до горловины. И здесь уже будем у горловины будем разворачиваться. Так, девочки, довязали до маркера. Разворачиваемся. Делаем накид. Вяжем в обратную сторону. Так, это у нас лицевая сторона. Изнаночными петлями я вяжу. Так, и вяжем все петли, не довязываю следующую группу петель до конца. Итак, первая группа у нас есть 6 петель, не довязываем следующую группу из 6 петель. Так, девочки, не довязала я 6 петель, разворачиваюсь на изнаночную сторону. Так, это у меня пошел уже четный вернее ряд. Делаю накид,
Так, девочки, вяжем лицевыми петлями. Вернее, я вяжу лицевыми петлями в сторону горловины, не довязывая 3 петли до точки разворота. Вот здесь мы с вами развернулись. Вот она у нас накид. Отсчитываем 3 петли и останавливаемся и разворачиваемся. Так, девочки, не довязала я 3 петли. Разворачиваюсь на лицевую сторону. И здесь все я провязала 4 ряда с пайетками. И здесь я буду обрезать нить. Нить с пайетками я обрезаю и присоединяю основную нить. Здесь я делаю накид. Так, сейчас я сделаю накид, провяжу несколько петелек и свяжу вот эти вот 2 петли, чтобы у меня накид не пропал. Итак, делаю накид, это у меня 5-й ряд, вяжу лицевыми петлями. Далее у меня будут лицевые петли. И не довязываю 3-ю группу из 6 петель. То есть вот одна есть, вторая есть и следующая группа. Разворотный накид не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, развернулась, делаю накид и в обратном направлении возвращаюсь до горловины. Вяжу по узору и у горловины. Вот у нас был последний разворот. Вот накид, не довязываю 3 петли. Не довязала 3 петли, разворачиваюсь. И следующий ряд у меня пошел. Делаю накид, вяжу по своему узору. И дальше двигаюсь, не довязываю. Вот у меня была точка разворота, не довязываю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот отсчитываем и не довязываем 5 петель по плечу. Не довязала 5 петель, разворачиваюсь, делаю накид, вяжу в обратную сторону по узору, не довязывая 3 петли. Осталось у меня 3 петли, не довязала я их. Разворачиваюсь, следующий ряд, делаю накид, вяжу по узору, у меня это лицевые петли, не довязывая 5 петель. Не довязала 5 петель, разворачиваюсь. Разворачиваюсь, только много ниточек. Да, здесь вот, конечно, однотонной нитью было бы намного проще. Итак, делаю накид, вяжу, не довязывая последние 3 петли. И это будет у нас как раз вот этот маркер. Вот маркер. Вот последние 3 петли. 1, 2, 3. Все. Развернула, и у меня, смотрите, остается 1, 2, 3, 4, 5. Остается 5 петель. Все. Теперь я провязываю все петли плеча. Так, девочки, такой момент, такая техническая неполадка. Стала просматривать видео уже когда все связала, и обратила внимание, что у меня, не знаю, что случилось у меня, может быть, я на паузу нажала. Вот смотрите, когда мы с вами сделали последний разворот, вот здесь по изнаночной стороне, да, у горловины последние 3 петли, у нас осталось 5 петель. Вот эти 5 петель у нас с вами остались. Мы делаем накид. И далее мы провязываем все петли плеча и все те накиды, которые были при развороте, мы должны с вами провязать вместе с лицевой петлей. Провязываем так же, как и провязывали вот на левом плече. Все то же самое. Накид у нас спереди
петля сзади. То есть мы разворачиваем таким образом, чтобы они смотрели к нам правой стеночкой, и провязываем их вместе. И вяжем так до конца. Так что я прошу прощения за такую невнимательность. Но здесь не так уж сложно, потому как мы уже этот момент с вами вот на этом плече провязывали. Все, от этих петель провязали все накиды вместе с лицевой петлей и останавливаемся на изнаночном ряду. Так, развернула вязание и по изнаночной стороне. Так, я, наверное, буду вязать лицевыми петлями, чтобы у меня была по лицевой стороне изнаночная дорожка. Все, вяжем и доходим до наших накидов. Так, девочки, вот дошла я до накида. Вот мой накид и следующая петля. Чтобы они у меня не были перекрещены по изнаночной стороне, я их сейчас разверну левой стеночкой вот так и провяжу их вместе. То есть по изнаночной стороне петля у меня здесь не будет развернутая. Все, вяжу дальше лицевыми. Дальше вот она, следующая петля. Я их разворачиваю левой стеночкой к себе и вместе провязываю. Вот таким вот образом. И далее следующий накид. Петлю развернула. Так, накид разворачиваем и провязываем их вместе. Следующая петля. Вот 2 петельки лицевых. Так, здесь мы вот здесь мы завязали как раз вот этот накид. Так, аккуратненько я разворачиваю петлю, разворачиваю накид, провязываю их вместе лицевой. Все. Потом я эту ниточку, вот этот кончик, что этот закреплю. Все, вяжем дальше. Лицевая, лицевая. И вот следующий накид. И мы... Так, здесь у нас тоже ниточку мы меняли. Я ее сразу развяжу. Так, и здесь точно так же я переставляю петли левой стеночкой к себе и провязываю вместе. Все, здесь уже потом я подтяну все ниточки. Так, это у нас горловинка, да, была. Дальше вяжу. Так, надо было петельку вот эту вот, которую я провязала, с накидом сюда после маркера. Ну, мне это уже не важно, мы уже все провязали. Все, девочки, дальше вяжем вот таким же образом и по этой стороне провязываем до конца. Так, девочки, вот я не убирала и вернула на место вот эти вот маркеры, да, салатовые маркеры, которые у меня вот показывали границу плеча и горловины. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот такой вот вырез горловины. Вот от маркера до маркера вырез горловины получился. И вот такой вот скос плеча. Так, ну это еще, конечно, все расправится, потому как тут петли изнаночные. После влажной тепловой обработки все будет хорошо. Так, ну все, теперь я все эти петельки скидываю на спицы, на дополнительные, а основными спицами перехожу к вывязыванию спинки. Переходим, видите, сколько много ниточек. Переходим к спинке, перекидываем
петли спинки с основной нити, либо с дополнительных, с основной нити, говорю, с дополнительной нити, либо с дополнительных спиц. Я переношу их на основные спицы и вяжу тем же узором, что вязала переднюю часть. Обязательно я для себя ввела запись, сколько рядов, какой нитью, сколько рядов, каким узором я вязала. Так, спиночку я отвязала таким же узором, как и переднюю часть. Спинка у меня будет здесь прямая, вот именно в районе горловины. Здесь я не буду делать вырез. Попробую сделать прямую спиночку. Но скос плеча делаю обязательно. То есть, смотрите, здесь я слева и справа отметила, как и по передней части, точки разворота. 3 раза по 6 петель. 1, 2, 3 по 6 петель и 3 раза по 5. 1, 2, 3. Все. С одной стороны и то же самое с другой стороны. Вот маркеры у меня висят. Теперь приступаю вязать поворотными рядами. Начинаю с лицевой стороны. Вяжу все петли своим узором. В данном случае я буду вязать пайетками 4 ряда. И в первом ряду в лицевом не довязываю 6 петель. Разворачиваюсь и вяжу по изнаночной стороне и разворачиваюсь, не довязывая также 6 петель. И таким вот образом мы с вами вяжем. Так, девчата, все, закончила я разворачиваться. Вот у меня скос плеча. Вот последняя точка разворота у меня сейчас была. Развернулась я по изнаночной стороне, да, вот 5, последние 5 петель. Сделала накид и далее вяжу все петли лицевые. Вот скос второго плеча. Все петельки вяжу лицевыми, либо вяжете по своему узору. И вот здесь мы в этом ряду сейчас будем закрывать вот эти, провязывать лицевую вместе с изнаночной, вместе с накидом, то есть закрывать вот эти накиды. Все то же самое, как мы делали и по передней части. Вот у нас первый накид, следующая лицевая петля. Разворачиваем их правой стеночкой к себе и провязываем вместе, да, чтобы лицевая петля закрыла накид. И так вот вяжем до конца ряда. Далее у нас пойдет изнаночный ряд. Также вяжем по своему рисунку. Провязываем все петли. И закрываем, то же самое, закрываем лицевой петлей накид. То есть провязываем их вместе. Все то же самое. Все так. И на этом мы с вами заканчиваем вывязывание спинки. Формирование скоса плеча по спинке. Так, все, девчата, готова моя спиночка. Вот я оставила последние маркеры, которые были у меня последние точки разворота. Часть горловины осталась у меня нетронутой. По правой и левой части, вернее наоборот, да, это будет левая часть, это правая часть. Здесь у меня 33 петли на спинке, 33 петли по переду. Также и на второй половинке. Все, теперь я беру иголку, нить и перехожу к сшиванию петель плеча до маркера. Вот у меня граница. То есть до маркера я должна все эти петельки сшить. Затем сшили одно плечо, переходим ко второму плечу, сшили второе плечо, а затем перейдем к самой горловине. Так, девочки, все, закончили сшивать плечики. Вот здесь нужно следить за натяжением ниточки, чтобы петельки были ровные. Потому что, видите, вот немножко вот здесь петелька вытянутая. Получилось у меня вот такое расстояние. Ну, посмотрим, что будет после ВТО. Так, все, сшили одно плечо, сшили второе плечо. Петли горловины я уже перенесла на спицы. Это у меня спицы 3,5. Так, маркеры можно уже все убрать. И начну я со стороны спины. Да, вот с этой стороны. И начну сейчас провязывать первый ряд. Первый ряд я провяжу просто лицевыми петлями.
поскольку мне нужно будет вот в этой части, где мы с вами соединяли плечи, да, методом петля в петлю, здесь еще надо будет поднять 3 петельки. Так, девочки, смотрите, вот с этой стороны я начну вязать сейчас, вот со стороны спинки, и сразу пойду на переднюю часть. И дальше уже на спинку перейду. Вот здесь вот у плеча нужно поднять еще 3 петли. Видите, вот изнаночная дорожка одна была у нас, изнаночная дорожка другая. И по центру мы сшивали, то есть мы добавили еще один ряд лицевых петель. То есть вот здесь петлю поднимаем, здесь петлю и еще одну петлю. 3 петельки, чтобы у нас не было дырочек. То есть вот как на одном плече, так и на втором плече. Все, дальше вяжем горловину по кругу. Узором, какой вы для себя выбрали, я буду вязать платочной вязкой. Так, обвязала я горловину. Значит, смотрите, девочки, вот один ряд у меня изнаночный, это был, который я обвязывала по изнаночной стороне, помните, да, когда делала скосы. И я последний ряд провязала по изнанке лицевыми петлями. То есть я как бы его не считаю. И вот пошла я. У меня первый ряд был лицевой. Когда я набирала вот здесь петельки по линии плеча, где мы сшивали петли. Потом я вяжу изнаночный, лицевой, изнаночный. Затем вяжу серой нитью лицевой ряд. Изнаночный, лицевой, изнаночный. Перехожу опять на основную нить, вяжу лицевой ряд, изнаночный, лицевой, и все. И закрыла петельки. Петельки я закрыла методом игла вперед. Ссылочку в описании я вам оставлю на этот метод. Так, то есть вот такую вот контрастную полосочку мне захотелось сделать, поскольку здесь, да, у нас в самом теле изделия есть такие серые полосочки, да, и такой вот, чтобы был акцент на горловинке, я решила добавить вот эту полосочку. Все, горловинку я отвязала, теперь перехожу к обвязке проймы. Для обвязки горловины я беру спицы номер 3 с длиной лески 40 сантиметров. Так, поехали. После того, как я сделала вот эти прибавочки по боковой части, расширяла полотно, я еще после серой полосы провязала 2 ряда. То есть лицевой и изнаночный. То есть вот у нас одна петелька первого ряда и вот вторая петелька второго ряда. В первую петлю нижнего ряда я ввожу спицу, вытягиваю петлю. И дальше я уже буду подниматься не вот по кромочной, а спущусь вот на ряд ниже. То есть я буду вытягивать петельки, поднимать не из-под кромочных, а из ряда ниже. Мне так больше нравится. Итак, вот сюда я спускаюсь. Подтягиваю ниточку. Все, и вот она у нас уже одна петля и есть из этого нижнего ряда. Дальше я иду с таким шагом. 3 петли поднимаю, 4-ю пропускаю. Вот одна петля у меня есть. Следующая петелька поднимаю. 2-я, следующая петля. 3-я. Все. 4-ю петлю я пропускаю и через петлю опять начинаю поднимать. Раз. Так, тут вот у нас изнаночная, здесь аккуратненько. Так, девчонки, если неудобно, берите крючок, потому что есть такие, да, моменты, когда, тем более это крайние практически петли, где-то мы меняли нить. Вот здесь у меня я уже спрятала кончик, поэтому очень тяжело поднимать. Итак, 1-я, 2-я. Вот эта петля будет у нас следующая, 3-я. Так, беру крючок, потому что я уже тут спрятала ниточки, поэтому очень тяжело мне сейчас поднять
петлю через нее. Так, вот петельку я вытянула, одеваю на спицы. Так, третья петля. Следующую четвертую петлю я пропускаю, четвертую, и через петлю снова поднимаю. Раз, два, три. Все, и таким образом я поднимаю петли по всему рукавчику, да, или по всей пройме. Так, и затем вяжу, как и, девочки, как и горловинку. Вот как горловинку. Вот у меня. Я также отвяжу 6 вот этих рядов изнаночных. Потом пущу серую полосочку, потом опять перейду на основную, и все, и закрываю край иглой методом петля вперед. Так, девчонки, все, закончили мы с вами с рукавчиками. Обвязочку я сделала. Все, теперь футболочка готова. Посмотрите, все, можно отправлять на влажно-тепловую обработку и прятать кончики. И еще один момент, девочки, вот здесь у горловины, когда я начинала формировать вырез горловины, скос плеча, да, я поменяла нить. Как-то вот здесь вот не очень красиво получилось у выреза горловины. Так что я вам рекомендую сначала провязать, если вы меняете нить другого цвета, пару рядочков провязать сначала этим цветом. Либо если вы какой-то узор вяжете прям перед горловинкой, тоже лучше провязать пару рядов, хотя бы лицевой, изнаночный, этот узор, а потом уже продолжать дальше. Я сделала, посмотрите, вот как. Я взяла ниточку пайетки. И вот здесь вот на вот этом пустом месте, да, где у меня было 20 петель выделено, я вот здесь вот аккуратненько крючочком сделала вот дорожечку из пайеток. Ну, так более-менее, чтобы как-то смотрелось, да. Ну, все. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезен. Обязательно оставляйте комментарии. Мне очень интересно узнать ваше мнение по вязанию этой вот футболочки в стиле Брунелло Кучинелли. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, включайте уведомления. Всем творческих успехов, дружных спиц, веселых петелек. Пока-пока. До новых встреч.